Все рассказывается. Давайте, в общем, начинать. Меня зовут Андрей Павлов. Я сегодня хочу поговорить с вами о тестировании мобильных API. Сразу скажу, готовьте вопросы. У меня есть классная штучка, которую я дам автору лучшего вопроса, и по ней вы получите какие-то клевые ништяки на нашем стенде. Немножко о себе. Это, как ни странно, я. В прошлом я девелопер, в IT более 10 лет, и последние 4 из них занимаюсь непосредственно тестированием. Сейчас я senior QA в компании T-Systems, это российское подразделение немецкого концерна Deutsche Telekom, и мои контакты, если кто-нибудь из вас вдруг надумает мне написать. Что, если я скажу вам, что API это не что-нибудь, а набор готовых классов, процедур, функций, структуры, констант, предоставляемых приложением для использования внешних программных продуктов? Вы мне на это ответили, что? Да, не может такого быть. Ладно, из Википедии каждый может посмотреть определение, давайте по нормальному. Если мы представим нашу программу как некий черный ящик, то API это будут те самые ручки, которые мы можем каким-то образом крутить, чтобы получить от нее результат. Причем все это дело иерархическое, то есть API высокоуровневых систем может использовать API более низкоуровневых, те в свою очередь еще более низкоуровневых, и так до самого низа. Давайте посмотрим на простейший пример структуры API. У нас есть наша API-шка, которая с бэкэндом там чем-то обменивается, какими-то данными. Мы это API можем дергать там из нашего тестового какого-то приложения, или там через SOAP UI, например, или вот в ваших телефонах даже приложение Facebook через их API общается с бэкэндом. Вы, прочитав аннотацию к моему докладу, я думаю, что вы ее прочитали, раз пришли, подумали, что это такая шуточка за 300, что даже у ларька с шавермой есть свое мобильное приложение. На самом деле, если вы зайдете в App Store или в Google Play и поищете, вы найдете вот один из примеров, например, который позволяет заказать какое-то количество тех самых шаверм и потом прийти их просто забрать. Отсюда можем сделать, что API они везде. А раз API везде, значит кто-то должен это тестировать. Как вообще все это дело появилось? Давным-давно в далекой-далекой галактике компании предоставляли какой-то объем данных на своих сайтах. И если разработчики сторонних систем хотели их использовать, они использовали такой подход, как data scraping. Я не буду сейчас рассказывать, что это такое, если что, вы можете почитать в интернете. Лишь скажу, что результатом этого дела было неверное истолкование данных, неудобный формат выгружаемых данных, и в итоге компании теряли убытки, потому что эта информация там могла быть некорректной или еще чем-то. Тогда компании собрались, почесали репу и говорят, а вот как бы нам так реализовать это получение доступа к нашим данным на своей стороне. И думали, придумали API. API им предоставляет возможность большего контроля над данными, контроль над использованием этих данных, то есть с одной стороны необходима авторизация, с другой стороны мы можем разработчику сказать, дорогой, ты сначала вот на каких-то тестовых данных нам покажи, что все классно работает, а потом мы тебе дадим доступ уже к нашей непосредственно какой-то информации. Они дают возможность масштабирования разработки, то есть мы можем изменять объем информации в приложении, само приложение никоим образом вообще не трогает. Оно дает нам возможность преобразования конкурентов в партнеров. То есть когда наши конкуренты что-то надстраивают сверху наших данных, они сами заинтересованы в том, чтобы эти данные были там корректны, полны и так далее. Это были дополнительные полномочия для пользователей, так как они могли использовать наше приложение для чего-то своего, не для того, для чего мы изначально наше приложение разрабатывали. И как результат это послужило открытием целого нового большого рынка, о котором мы тоже там немножко с вами поговорим. Что в себя включает API? API это разделение данных и их представление, это некая точка входа, это навигация, это возможность представления вида командной строки, иерархия, ресурсы, структура и, возможно, какие-то конфиденциальные данные, так называемые private API. За время работы я протестировал довольно большое количество мобильных приложений. Это были как приложения, которые через API общались там всего с одним сайтом сервера. Это были приложения, которые общались через API с огромным количеством сторонних каких-то систем и компонентов. И за время этого тестирования я разработал некую тест-стратегию, которая позволяла быстро и эффективно тестировать мобильные API, при этом с требуемым приложения уровнем качества, что, в общем, подтверждает высокие места наших приложений в топах App Store и Google Play, из чего я могу сделать вывод, что стратегия это в целом правильная, и могу советовать ее вам. Когда я впервые столкнулся с необходимостью протестировать мобильные API, я
ознакомился с некой теорией, вроде той, что я привел вам сейчас выше, и остался один на один с листом бумаги. И тогда была набросана первая тест-стратегия, выглядела она, конечно, на сейчасшний момент уже смешно и неполно, но, тем не менее, я храню этот листок до сих пор как напоминание для себя, с чего вообще началось погружение в мир тестирования API. Допустим, мы с вами хотим написать эту стратегию. Что мы должны учитывать? Во-первых, это какие-то особенности архитектуры мы сразу должны узнать. Будет у нас REST или SOAP, будет у нас stateless или session, будет у нас media-type или VSDA. Мы должны какие-то специфичные вещи протокола узнать, например, verbs в RESTful API, посмотреть на хидеры и кэширование запросов, подумать, какие тулзеры мы будем использовать для тестирования, нужен ли нам SOAP-UI или, не дай боже, SOAP-UI Pro. Будем ли мы пользоваться флигером, или у нас небольшое приложение, которому достаточно какого-то аддона для браузера вроде Postman. Тут особенно хочется обратить ваше внимание на именно тестирование всяких особенностей протокола, заголовка или кэширования. Например, в случае с кэшами мы должны с вами быть готовы, что у нас могут возникнуть какие-то старые данные или появиться не относящиеся к происходящему ошибки. И тем более, если у нас идет многослойное кэширование, там вообще в квадрате все это может выплыть, и нужно быть очень внимательным. Какие риски мы с вами должны предусмотреть, прежде чем мы начнем писать эту стратегию? Во-первых, у нас может быть неясный процесс интеграции. У нас может быть огромное количество наших данных. Это может быть невозможность тестирования end-to-end сценариев, то есть когда ваше приложение уже закончено, а какие-то сторонние системы вокруг могут быть еще недописаны. Может быть неизвестная нагрузка вашего приложения. Может быть неправильное вообще понимание API, ладно, разработчикам гораздо хуже, когда бизнес-аналитикам. У нас может быть динамический скоп, я думаю, всем уже знакомы к этому. Требования добавляются, изменяются, удаляются там, со скоростью света. Все вот это мы с вами должны все эти вопросы прояснить до того, как мы начали писать стратегию. Если что-то остается неясным, то мы должны донести это до менеджера или до заказчика, в общем, эскалировать как-то это дело и сказать, что мы как бы протестируем, но мы не можем гарантировать, что все будет классно, потому что мы можем, например, просить в перформансе. Мы просто не знаем, что там будет. Что должно быть в самой этой стратегии? Во-первых, все время вы должны иметь в виду, что как можно раньше мы должны провести тест на интеграцию с максимально полной инфраструктурой. То есть, допустим, у вас вокруг вашего API 20 систем, из которых вы тащите данные. Как только там дописана первая, вы ее с своим API соединяете и проверяете. Появилась вторая, добавляете вторую. Как только у вас появились все, вы их собираете и прогоняете хоть какие-то смоук-тесты, потому что на этом же этапе у вас вылезет миллион ошибок. То есть это такая длящаяся активность. Так вы должны проводить тест на интеграцию с использованием кастомных фреймворков, пока все это дело разрабатываете. Предусмотреть многократные фазы интеграции, это вот как раз вот о чем я говорю, появляются новые куски, вы их добавляете и тестируете все это дело вместе. И как итог у вас должно быть запланировано тестирование прототипа на каком-то реальном устройстве, как возможно часть acceptance-тестинга. Почему я говорю, что тестирование должно быть с использованием кастомных фреймворков? Казалось бы, фреймворков для тестирования миллион, бери да пользуйся любым. Мы столкнулись с тем, что, например, мы использовали SOAP-UI Pro, и в каких-то моментах он не мог покрыть необходимые нам вещи. При этом использование какого-то стороннего ресурса для этого дела может оказаться либо очень дорогим, либо затратным там, по времени и силам. При этом с SOAP-UI тем же мы ничего не можем сделать, это не открытое ПО, мы туда внести каких-то изменений не можем. В то же время, если у вас есть самописный какой-то фреймворк, то все, что вам нужно, это разработчик с прямыми руками, если найдете, который может вам это дело поправить. Мы в свое время полностью отказались от сторонних каких-то программ и пишем свои, ну или используем уже существующие, если оно там подходит для следующего приложения. И, в общем, это дело окупилось и стоило того времени и тех сил, что было потрачено на написание. Да, какие фазы у нас должны быть с вами в стратегии? Во-первых, это девелопмент, включая вот тот самый фреймворк. Это сис-тест с использованием моков, это интеграция, когда мы соединяем наш API с бэкэндом, acceptance, когда мы тестируем API на уже каком-то физическом прототипе, продакшн в идеале пофазно, если позволяет архитектура и условия, и как результат регрессия, которую, возможно, можно автоматизировать. Я говорю про моки, возможно, кто-то не знает, что это такое, я немножко объясню. Допустим, вокруг нашего приложения с API есть 20 те самые систем, и какие-то из них не дописаны. Вы знаете структуру
запроса, которые они должны вам отсылать, и там примерно данные, которые в каких случаях что должно быть отправлено. Таким образом, вы эмулируете эту систему, создавая мок, который отдает вам вот эти самые, то, что вы в него загрузите, какие-то респонсы. Самый простой инструмент для создания моков — это SOAP-UI, или у нас на одном из проектов используется тоже самописный инструмент, но, в общем, примерно такой же. Выбираете файл, нажимаете кнопку Upload, и по указанному endpoint он отдает загруженный в него XML. Чем интересным я могу поделиться, с чем я столкнулся во время тестирования мобильных API? Во-первых, вы всегда должны быть нацелены на максимально полное тестирование. У нас был случай, когда, например, приложение с идеально оттестированным API и функционалом просто падало на части устройств, не запускалось и все. Тестировщики подумали, что вроде как бы common функциональность, вообще там ничего не делать, чему там ломаться, и потратили все свое время на тестирование API и функционала. В итоге они, естественно, словили лютого хейта, потому что какое дело конечному пользователю до того, как приложение классно работает с бэкэндом, если он не может добраться до этого через дебри, крэши и эксепшн. Не могу не упомянуть, разговаривая про мобилки, о главном челлендже всего мобильного тестирования — это огромное количество девайсов. Приложения, которые мы пишем, непрерывно связаны с аппаратными и программными средствами, на которых они должны быть запущены. Понятно, что собрать все возможные мобилки во всех возможных конфигурациях — это вещь малореальная, уж точно крайне финансово затратная. Но тем не менее вы должны определить какой-то минимальный скоп физических устройств и провести все-таки на них тестирование. Хотя бы там самые популярные модели или там еще как-то их выделить. Стоит задуматься о тестировании в реальной сети, потому что в данный момент в мире существует более 400 мобильных операторов. Часть из них использует какие-то общепринятые стандарты вроде LTE, CDMA или GSM, но очень многие используют стандарты какие-то местные, локальные, в зависимости от стран или даже в одной стране несколько операторов могут использовать разные стандарты. Плюс у всех этих операторов разная сетевая инфраструктура, которая может влиять на находящие через них API-пакеты. Если ваше приложение нацелен на глобальный рынок, то вам стоит подготовиться, узнать про эти особенности и быть готовыми их протестировать. Вы, в общем, теперь знаете, с чем вы можете с какими проблемами столкнуться во время тестирования мобильных API. Я думаю, что вы понимаете, что это уже не вопрос выбора какой-то определенного фреймворка или какой-то определенной техники. У вас существует слишком много компромиссов, которые должны быть каким-то образом учтены. Соответственно, получится у вас какая-то комбинация тулзовин и подходов, которые позволят добиться от приложения требуемого качества. Какими рекомендациями в связи с этим я могу поделиться? Во-первых, самое простое, вы можете использовать эмуляторы устройств. Это самое рентабельное и простое средство, которое позволяет быстро и эффективно провести тестирование, а главное, в хорошо инструментированных условиях. Потому что, меняя конфигурацию вашего эмулятора, вы можете протестировать огромное количество кейсов. Например, неполадки в сети какие-то и как ваше приложение на это реагирует, или там работа в реальной сети через модем. Главное, перед выбором эмулятора определитесь и убедитесь, что оно поддерживает все требуемые вами сетевые технологии. Вы можете использовать крауд-тестинг. Например, у вас ситуация, когда вам нужно протестировать ваше приложение на конкретном телефоне и в какой-то конкретной местности. При этом телефона у вас может не быть, и вообще вы находитесь сейчас от требуемой локации в нескольких тысячах километров. С помощью крауд-тестинга вы можете найти человека, который в требуемой местности проживает и готов на своем телефоне, необходимому вам, протестировать ваше приложение. Это очень хороший лайфхак, который может зачастую компании сэкономить миллионы. API поддается автоматизации довольно просто. Главное, следите за тем, чтобы время на написание тестов и их поддержку не занимало больше, чем вы бы прогнали это вручную. Потому что иногда хочется сократить рутину, долго пишутся тесты, сложно они потом поддерживаются, и задаешь себе в итоге вопрос, зачем вообще все это нужно было, если я руками бы сделал это гораздо быстрее. Спасибо. Спасибо за вопрос. Не совсем я в один момент понял,
Когда вы говорили о том, что API надо тестировать на разных мобильных устройствах. Да? Тут речь идет о, скажем, самом API и об обработчике устройстве этого API. То есть я вот, честно говоря, не совсем понимаю, грубо говоря, у меня есть API, какой-то провайдер мне вот дает, ну, наш оправданный, честно говоря. Грубо говоря, ответ всегда так понимаю, мы проверили одно устройство, все отлично работает. Для тематика это может сломаться само именно это устройство под воздействием API. Сломаться устройство? Ну, собственно говоря, надо тестировать устройство. Я не видел покупать приложение, да, потому что, как я уже сказал, у нас в любом случае наше приложение зависит от операционной системы, там, например, и ее версии, и ее там какой-то актуальности, на которой она запущена. Соответственно, да, в общем, это обработчик именно полученных пакетов, то есть API-респонсы мы получаем в любом случае одни и те же на все категории устройств и там операционных. Но обрабатываться они могут по-другому просто из-за особенностей именно низкоуровневых каких-то моментов операционки. То есть, условно говоря, правильно было сформулировать тестирование API, а обработчик какие, правильно? В общем и целом, да. Но обработчик у нас в нашем приложении тоже один и тот же, но он может из-за более низкоуровневых компонентов самой операционки получать это дело под каким-то другим соусом, не знаю. Просто вопрос, когда вы про копирование говорили, нам копирование же можно грубо писать какие-то есть, да. Не пробовали? Пробовали. Нет, в принципе, оно большая часть проблем, с которых мы сталкиваемся, из-за чего мы в итоге от QPY отказались, они, да, могут быть пофикшены, но они занимают слишком много времени и сил. Это можно решить там часть из них с помощью друга. Но это получается скрипт просто километровый, и который, опять же, сложно поддерживать. Добрый день, меня зовут Сергей. Вот вы сказали, что опять же нужно тестировать реальный девайсов, и, скорее всего, это происходит уже ближе к продакшн API. Но как на iOS, так и на Android есть очень большая проблема с этим, а уж тем более с сервисами, когда посередине появляется хэндшейк между Apple сервером и любые кастомные сертификаты, и любые способы обхода, в принципе, перестают работать. И вот живой кейс, когда приложение, если, не дай бог, как случится, через себя прогоняет IT об оплате, через какие-либо сторонние сервисы, каким образом можно гарантировать исполнительность данных, полученных от поставщика, вот, если есть какие-то лайфхаки для обхода этих защит, можно применить на мобильных устройствах? Я боюсь, что сейчас я на этот вопрос вот так сходу ответить не могу. Можем пообщаться потом в коридоре на это дело один на один. Да, добрый день, меня зовут Денис, это Доклад. Такой вопрос по поводу автоматизации. Чем-то отличается автоматизация API просто веба и мобильных, потому что для меня немного разница непонятна. Вот чем таким может принципиальным, я не знаю, кроме там провайдера, кроме карточек. Да нет, в общем и целом ничем она не отличается. Единственное, что если вы какие-то именно мобильные кейсы проверяете, например, та же работа в сети мобильной, то, что вряд ли нужно вебу, то это как бы отдельная категория тестов, и там они совершенно другими настройками пишутся. Так, в принципе, да, пишные мобильные и веб, там подходы, грубо говоря, одни и те же. Еще вопрос. Вот какими узлами чаще всего кроме Charles, например, что-нибудь? Сейчас нет, сейчас у нас все дело самописное. Просто так получается проще и выгоднее, чем пользоваться тем же SoftWare. Спасибо. Привет еще раз. У меня два вопроса. Первый, каким образом становится на приложение шаверма? Это очень интересно. И второй, какой тип девайса у вас используется и как вы их отбираете? То есть по какому принципу? То есть вы брали там какой-то список популярных приложений в интернете или просто своим подходом? И насколько у вас, собственно, много девайсов или больше стимулируете? Так, по поводу первого вопроса, я искал просто одну из самых абсурдных программ, которые есть вообще в App Store и Google Play. В App Store с этим получше, у них довольно строгая модерация. В Google Play я очень долго сидел, там такие бывают странные приложения.
По поводу девайсов нам очень повезло в том плане, что когда мы T-Systems еще на предыдущем месте работал, мы были частью американской компании, и тамошние сотрудники могли покупать всякие айфончики через за $1, и потом они чего-то платят по своим внутренним каким-то темам. И в итоге они довольно бюджетно смогли собрать пул устройств, которые на то время были самые популярные в США, и те просто по мере возможности они там как-то докупаются. Сколько часто вы используете тестирование пользователей? Только после продакшена всякие отзывы тоже на App Store или Google Play. Последний вопрос, Доклад, вопрос может быть простой. Какие именно преимущества есть у тестирования API, если уже протестировано хорошо приложение с точки зрения пользователя? Само приложение тестировано, что может быть тестировано API? Опять же, ответ тот же, что да. Вы можете проверить, например, неполадки в сети, которые пользователи вряд ли они специально будут спускаться в подвал, чтобы у вас ровно половина пакетов, например, отваливалась, и смотреть, что приложение делает в этом случае. Вы же можете это дело сделать, симулировать какие-то проблемы в сети, допустим, если именно этот пример разбирать, и посмотреть, что в этом случае она просто говорит, попробуйте позже, не крашится, не выводит каких-то стэк-трейсов или еще чего-то. Что именно даст тестирование То, что вы проверили, как взаимодействуют запросы, которые приходят, уходят. Все, вроде. Всем спасибо.